Добрый день, меня зовут Георгий, я колдун Вуду уже 20 лет, я принимаю клиентов, всю жизнь я занимаюсь этим, всю жизнь я что-то познаю, что-то новое изучаю в этом направлении. С детства я занимался языческой магией, древнерусской, бабушка этим занималась, прабабушка занималась этим, меня обучали этому. Принимал я клиентов почти 16-17 лет, лечил людей, решал разные проблемы совершенно. Привораживал, отвораживал, лечил, делал заговор на деньги. Очень много, куда и в чем можно использовать мою работу. Подсказывал, как вести, что делать в жизни, в тех или иных событиях, в бизнесе. Искал вещи, людей. Всю жизнь я занимался этим. Магию Вуду я изучал на Гаити и на Кубе очень долго. У меня были очень прекрасные учителя, которые меня очень много чему научили. Это мой лучший друг. Его зовут Алексей. Приветствую вас. Мы с ним дружим уже очень много, громадный промежуток времени. Дружим вместе, работаем. И он интересуется моей спецификой, моей жизнью. Вместе какие-то проекты делаем, не касающиеся моей работы. Плюс ему очень интересна моя работа, моя жизнь. И он изучает именно те направления, то, чем я занимаюсь, видит моих клиентов, общается с ними, дружит. Так как мы параллельно занимаемся еще бизнесом вместе, он ведет этот бизнес, ему интересно все, что я делаю. Он изучал, смотрел, общался, видел клиентов, видел мою жизнь, видел. То есть от него нет секретов, это моя семья, он все про меня знает, про мою жизнь. Знает, какой я есть на самом деле. Не такой, каким вы видите меня сейчас на своих экранах, а на самом деле. И кто я на самом деле есть. Вот. Так как времени у меня очень мало, у меня очень много приемов, плюс я параллельно делаю какой-то бизнес. Алексей очень любит заниматься блогерством, он хотел научиться и заняться именно этим видом деятельности. Ему интересно мое направление. Он изучал, смотрел, общался. Ему интересно было все, что я делал. И у него побольше времени, он расскажет вам полностью о моей жизни, о том, что такое магия, как она создана, чем она помогает и что такое в реалии, а не то, что вы читаете и то, что вам пытаются объяснить люди, которые никакого отношения к магии не имеют, а которые просто пытаются вас обмануть, получить деньги. Я вам сразу скажу, что магии много-много чего можно решить. Вопрос того, насколько это вам нужно. Жизнь идет по кругу, и обычно, если вы решили приворожить, и это не из сердца идет, а самолюбие, грубо говоря, вас человек бросил, как он мог это сделать? Потом это оборачивается плохо для самого человека. Если вы действительно любите, если хотите, жизнь одна, то надо это делать. Если вы просто из-за самолюбия задетого или еще чего-то, то лучше этого не делать. Лечиться, да, лечиться нужно всегда. Здесь я согласен. В любом случае надо попробовать то, что я делаю. Если я вам помогу, а я, скорее всего, помогу большей части из вас тем даром, которым я обладаю, лучше попробовать и посмотреть. Тем более, именно в лечении у меня первые сеансы бесплатные. Я вам честно скажу, что мне особо клиентов не нужно. У меня достаточно большая клиентура за 20 лет. Хотите, обращайтесь, хотите, нет, я вас ни к чему не напрягаю. Человек просто будет рассказывать про мою жизнь, что такое магия. Периодически, когда у меня будет время, я тоже буду появляться вместе с ним и рассказывать о себе. А теперь слово даю своему лучшему другу, моему мальчику. Приветствую вас, дорогие зрители нашего канала. Мы уже немало выпусков подготовили. Часть вы уже смогли посмотреть. Я уверен, что вам было интересно, потому что данную информацию другие каналы на ютубе не выкладывают. В принципе, такого контента нет
на YouTube. Потому что здесь мы затрагиваем реальную магию и то, как на самом деле это происходит. Настоящий результат помощи реального человека. То, что результат реальный и настоящий, я наблюдаю, по сути, каждый день своими глазами. Общаясь с клиентами после того, как они получают результат, тот результат, за которым сюда приходили, а иногда даже лучше, я узнаю о том, насколько их жизнь изменилась. Изменилась она в лучшую сторону, или сам клиент иногда совершил ошибку и заказал работу, но не был готов к результату. Ну, возможно, в какой-то момент времени думал, что это шутка и результата не будет. А когда человек получает то, зачем он пришел, бывают разные ситуации. Кому-то это нравится в большинстве случаев, кому-то не очень. Но вы должны понимать то, что, обращаясь за помощью к реальному колдуну, вы должны давать себе отчет, что результат будет, и вам потом с этим жить. Когда вы хотите поменять свою жизнь, задумывайтесь о том, в какую сторону вы ее хотите изменить и как вы себя будете ощущать, как вы себя будете чувствовать другим человеком. Впереди много материала, который мы подготовим совместно. Будем снимать реальные обряды, реальные работы. Параллельно будем рассказывать о жизни, какой жизнью живет настоящий шаман или колдун. То, что он тоже человек, такой же, как и все вы. Также есть руки, ноги, голова. То есть это не какое-то мифическое создание из древности, а реально живой человек, у которого также есть и потребности, и душа, и желание жить и радоваться жизни. Поэтому те моменты, которые, вероятно, вам будут интересны, мы будем показывать в нашем видео. Смотрите, получайте удовольствие и узнавайте новое. Вся информация, которая передается вами в процессе выполнения работы или подготовки к выполнению работы по магии, является конфиденциальной. После того, как человек получает результат и говорит о том, что его все устраивает, работа окончена. После окончания работы все контактные данные, все фотографии, личные данные удаляются. Мы забываем про этого человека, он живет своей жизнью. Единственное, в голове в нашей остается информация, и в случае, если человек обращается повторно для того, чтобы получить помощь еще в каком-то вопросе, мы, естественно, его вспомним, и Георгий поможет, если такое будет возможно. Информация не хранится, она после того, как становится нужна, уничтожается. Работа выполняется как для людей обычных, так и для первых персон. Никогда еще за 20 лет не было случая, что информация нежелательно просочилась куда-либо и была передана третьим лицам. За это вы можете не беспокоиться. Смело обращаться, если вам такая помощь потребуется. Я, в принципе, реальный человек, да, как бы. Все думают, что колдун, шаман, он должен надеть какую-то рясу или сделать какой-то невероятный вид, да, балахон, обклеить свою комнату там черными какими-то предметами, сатанинскими символами. Нет, колдун — обыкновенный человек, который может читать человека, который может понимать его боль, который может реально помогать, который может чувствовать человека. Самое главное — чувствовать и помочь. Большая ошибка. Большинство людей думают, что вот они обратились к колдуну, и колдун раз по мгновению волшебной палочки махнул, заплатил ты ему около 25, 30, 50, 100 тысяч рублей. Он махнул палочкой, и на следующий день твоя проблема решилась. Такого не бывает. Сама работа занимает приличное время, то есть от 7 до 14 дней, в зависимости от того, какая ситуация и что он будет делаться. Я вам скажу так, что настоящий колдун, у него все всегда есть. У него есть совесть, у него есть честь. И он никогда вам не скажет, что я даю 100% гарантию, я верну там человека или я там решу твою ситуацию. Потому что ситуации в жизни разные. Но в большинстве случаев он поможет.
реально поможет, а не будет рассказывать вам о том, что будет 100% гарантия, завтра кто-то вернется. Да, по сути, невозможно дать гарантию 100% на то или иное. Вы не можете гарантировать, что завтра вы будете жить в принципе. Какой же человек вам может дать 100% гарантию? То есть многие люди, чтобы взять денег, не чтобы помочь вам, будут говорить вам: ой, я вам даю 100% гарантию, завтра вернется молодой человек или еще что-то. Или завтра ваша девушка будет на месте. Нет, такого не будет. Это вас просто возьмут деньги. По факту, настоящий колдун, шаман, экстрасенс, он должен чувствовать человека, он должен понимать, он должен объяснить заранее все последствия, все, что будет. И есть ли смысл вообще в том, что изначально, если вы делаете приворот, шаман должен всячески вас отговорить от этого поступка. Если вы не женаты, у вас нету кучи детей, или у вас уже в принципе прожит громадный промежуток жизни, да, и как бы обратного пути в принципе почти нету, хотя всегда есть шанс начать жизнь с нуля, даже в 50-40 лет, да, но часто обращаются молодые девушки, молодые мужчины, которые в 22 года. Говорит: ой, я так полюбил, мы месяц у нас были отношения, я так люблю, я люблю больше жизни, вот хочу, чтобы она была со мной. Я обычно за таких людей просто не берусь, потому что они не понимают, с чем они имеют дело. Приложишь человека, ты получаешь еще и ответственность за этого человека. Обычно работа, которая делается, она делается на всю жизнь. То есть ты привораживаешь человека на всю жизнь, и обратно ты отвечаешь за этого человека, и обратно ничего не вернуть. То есть ты должен, не имеешь права ты бросить человека, потому что человек может покончить жизнь самоубийством, или превратить свою жизнь в ад. И в этом будешь виноват ты, потому что ты заказал свою услугу в 20 лет, не подумав о том, что в вашем отношении месяца ты этого человека не знаешь. Идеальных людей в принципе не существует. И я не идеален. И у меня были ошибки. Но тот колдун, тот шаман, экстрасенс, который не умеет признавать свои ошибки, он никогда не будет колдуном. Он будет просто человеком, который что-то умеет. Самое главное, люди, вы подумайте о том, что желание — это не все, любовь превыше. Желание просто получить человека — это эгоизм, это не любовь. Вот и все. Я часто сталкивался с тем, что я привораживал людей. Через 5 лет они бросали привороженного человека, девушку или мужчину. Этот человек покончил жизнь самоубийством. И как бы для меня это оказывается, что это жизнь на моей совести. Поэтому сейчас я молодых людей до 23-24 лет вообще не понимаю. Именно по приворотам, любовной магии и так далее. Лечу я всех с разными болезнями. Если у вас есть какие-то вопросы, я отвечу. Если кто-то спрашивает, всем ли я помог в своей жизни, нет, конечно, я не помог всем. Большей части людям я помог. А тем людям, которым я не помог, я их до той или иной цели довел. В моей практике существует такое, что я где-то кому-то не помог. Но если я не помог именно по тому вопросу, который мне обращался человек, я ему помог в чем-то другом. Человек начал жить другой жизнью. Еще раз повторяю, 100% гарантии не существует. Это жизнь, это люди. Подумайте об этом. Большое количество людей не расценивает серьезно данные обряды, данная работа. Воспринимает это как поход в магазин. Не надо так себя вести, не надо таким образом подходить к этому процессу. Это очень важное, ответственное решение, которое принимает каждый человек для себя. Обращаться или нет к такому методу решения задачи или проблемы, которая с ним может произойти в какой-то жизненной ситуации. Жизненные ситуации бывают разные. Бывает, что человек не видит жизни по-другому, не видит в принципе смысл жизни и угнетает себя с каждым днем все сильнее и сильнее. В таком случае человеку необходима поддержка, необходима помощь, ему необходима подсказка, куда пойти, что в данной ситуации сделать, какое решение принять и какое решение будет более верным, более правильным на данный момент в его жизни. За таким советом, именно советом, а не напутствием и каким-то распорядком, что делать конкретно и только так и больше никак по-другому. Нет, именно за советом вы можете обратиться к Георгию и получить максимально правильный совет, который базируется на огромном количестве историй людей. За всю практику Георгий принял огромное количество, просто грамотно, и знает огромное количество вариантов развития событий, вариантов поведения
человеческих реакций, того, как человек проживает свою жизнь и как влияет на жизнь своих близких. Поэтому тот совет, который обычно дает Георгий, практически очень важен. Такого совета люди могут не получить никогда в своей жизни. И он может изменить вашу жизнь, изменить жизнь ваших близких. Совет может базироваться много на чем. На опыте, а также на вашей судьбе. После просмотра вашего ближайшего будущего или будущего на дальнейшую жизнь можно скорректировать какие-то неправильные шаги, которые вы должны совершить, в принципе, к которым все идет, к которому идет ваша жизнь. Может просто привести к гибели. Такие случаи бывают, они довольно часто. Поэтому у вас есть возможность обратиться и сделать свою жизнь чуточку легче, в чем-то более эффективно работать. В принципе, обращать внимание своих близких больше. Внимание выделять своей семье. Потому что в любом случае самое важное, зачем человек живет, это семья, это продолжение рода, это дети, какие-то свершения. То есть человек, который занимается не своим делом, по сути, прожигает свою жизнь, скорее всего, бесполезно. То есть он не любит свое занятие, он не старается, его результаты плохие, мягко говоря. Или хорошие, но он не получает от этого удовольствия. Поэтому зачем страдать? Меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Не нужно вести себя под копирку, под какого-то конкретного кумира, чья жизнь вам, в принципе, не нужна. Живите своей жизнью. Не обращайте внимания на безумно дорогие машины, в смысле, что вы не можете себе этого позволить, и у вас никогда такой не будет. У каждого из вас есть возможность стать тем, кем вы хотите. Для этого практически каждый человек обладает тем набором необходимых инструментов для достижения цели. Голова с мозгом внутри, это руки, это ноги и разум. Все это есть у каждого человека, поэтому каждый человек может стать кем угодно. И это ваш выбор, кем вы будете. За подсказкой вы всегда можете обратиться к Георгию. Дорогие друзья, мы на этом заканчиваем сегодняшний выпуск. Хотим вам пожелать здоровья, счастья, любви. Да. Главное, чтобы у вас были такие друзья надежные, преданные, классные, как мой друг. Я его не буду кушать, но я его сажу. Прелесть моя. До свидания, ставьте лайк, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Подписывайтесь на канал, если вы сейчас как гость смотрите это видео. Не пропускайте новых выпусков. Мы стараемся для вас. Георгий старается помочь вам. Чин-чин. До свидания.